Одни Д'Артаньяны, вторые Бармалеи. Все, я голову поворачиваю, смотрю нашивки Азова. Отлично вообще ребята работают. Деньги, благо, медали. Ну, судьба. Слишком добрый для того, чтобы быть офицером. Ты подписал контракт? Нет, я кадровый военнослужащий. Здесь я в должности командир мотострелкового взвода, старший лейтенант. Проходил службу в городе Иркутск. Затем собрали сводный отряд и отправили на подготовку. Далее попал сюда, в Нью-Йорк, затем сюда, в плен. Заключил контракт в 2021 году. Я шел на службу, чтобы добить свои, годы выслуги в тыловой части, уже никуда не ездя. Но мне оставалось, получается, у нас в районе Крайнего Северного год за полтора службы. Ну, из-за погодных условий. И получается, мне чуть-чуть оставалось до пенсии. Женился, появился ребенок, стало трудно работать, денег не хватало. И как-то с женой посидели, она говорит, ну а что тебе? Иди, говорит, вон, тут часть недалеко есть, тыловая, в глухом лесу. Ну и досиди ты эту пенсию. Ну, все, вот так вот я и подписал контракт. Отец служил, и дед служил, и мать служила. Но я решил по их стопам пойти. Семья гордится тобой, что ты пошел по стопам? Да. Принимал ли участие в каких-то боевых действиях? Ну, на территории Чеченской Республики только. Нас не трогали. То есть моя самая первая командировка в зону боевых действий, она началась где-то в конце сентября 24 года. Но, видимо, уже перестало людей хватать, что нас уже с тыловых частей начали выдергивать и отправлять. Нам сказали, что мы едем в командировку на 6 месяцев. Но, как выяснилось потом, нас обманули просто. Так же, как и с задачами, которые мы должны здесь выполнять, тоже обманули. Первая задача, которая поступила, это зайти на очистные сооружения, занять позицию и закрепиться. То есть организовать наблюдение методом подслушивания и наблюдения. Пока искали укрытие, нам поступило вводное, что сейчас начнется минометный обстрел. Наши минометы сложили именно то самое укрытие, в котором мы находились. На нас обрушилась бетонная стена, меня скрыла полностью под бетоном. Товарищи, которые были со мной, им получилось самостоятельно выкарабкаться, затем они раскопали меня, и мы выбежали оттуда. Затем мы нашли укрытие, была работа из танка по этой позиции. Из нашего танка? Из танка Вооруженных сил Российской Федерации. Да, я тоже не понял, почему так сложилось. Мы специально дали свои координаты, чтобы по нам не отрабатывали. А это все, как глухой телефон, превратилось в то, что отработать именно по этим координатам. Мне в тот момент уже не нужны были никакие деньги, блага, медали. В тот момент я думал, что мне нужно только выжить. По итогу попал в Щербиновку. Сказали, что там никого нет. Только могут быть гражданские. Прийти, закрепиться, контакт ни с кем не вступать. Мы должны были сидеть на 3-й линии и доставлять там боеприпасы, продовольствие, раненых вывозить, если таковые будут. А потом поменяли зону ответственности на Нелеповку. Мы зашли туда, там сели по подвалам, грубо говоря, как крысы, прятались там. Потому что небо было вообще просто, носа не высунули. Чуть выйдешь и все. До свидания. То есть нас снарядили костюмами из противодроновых одеял, которые позволяют тепло сохранять внутри, от дрона, либо квадрокоптера, у которого есть тепловизионные режимы, чтобы можно было от них как-то скрываться.
Вот, и в этих костюмах вот, можно было двигаться, оставаясь незамеченным для дронов. Вам когда сказали, что вы будете пешком идти, как вы встретили эту информацию? Ну, были в шоке, но приказ есть приказ, пошли. Значит, на эту тему у меня был конфликт с командованием. Заключался конфликт в том, что я изучаю различные картографические сервисы, изучаю подразделения, которые находятся, ну, то есть против Российской Федерации стоят на направлении. Так как Азов — это медийная структура, медийная организация, очень много информации в интернете. Вот. Я знал, кто, я знал, где работают, я знал, какая у них подготовка, знал, какое вооружение, какая техника. Видео элементарно, которые на YouTube есть и в телеграм-каналах есть, где разведка Азов работает по Щербиновке. То есть я делал вывод, что там точно находятся украинские войска, украинские подразделения. У меня был, опять же, разговор на повышенных тонах с командиром на эту тему. То, что там все равно находится большое количество противника, и заходить туда за крепу — это неправильно. Вот. Ну, в ответ я, соответственно, получил, что это приказ. Вот, его я обязан выполнить. Нам сказали, что там никого нет, противника там нет, куда вы пойдете. Построили маршрут, мы пришли туда. Сели на точки, а как оказалось, противника очень даже есть. А вот наших людей там практически нет. Старшими были, у меня был позывной «Бродяга». Это военнослужащий, который 2 недели назад подписал контракт, который не умел пользоваться радиостанцией, телеграммом, программами. Забыли про мои знания, мое звание, если хотите, должность мою, опыт. Мы забрасывались пешком. Абсолютно пешком. То есть без техники, без всего. Это где-то примерно 9 километров. Но потом, когда взяли нас бойцы Азова, они были очень удивлены и сказали, что нам очень крупно повезло, что мы сумели так пройти, потому что это практически невозможно. Просто, как фартанул. Я знал, что эта дорога усеяна магнитными минами, минами ТМ-62, лепестками, колокольчиками и различными другими минами. Где-то ближе к Торецку по нам начали работать уже минометы. Я слышал, как раскрываются кассетные боеприпасы. Раньше Вешников на такое посылали, да? А тут уже не брезгуют и более элитными военными. Почему так? Я думаю, что, может, уже людей не осталось. Что уже нужно именно это место как-то занять, я не знаю. Я сам не знаю, что творится сейчас вообще. Как-то попонятнее это все должно быть, если люди, грубо говоря, идут и не выживают, надо какой-то план уже другой. Зачем людьми тоже рисковать? А может, вообще не стоит идти на чужую территорию, захватывать земли, как ты считаешь? Или это так необходимо? Я считаю, что, возможно, где-то, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Кто-то считает, что это нужно, кто-то считает, что это не нужно. Мы же говорим о тебе, о твоей точке зрения. Я считаю, что это не нужно. У нас от роты осталось меньше 50 человек. То есть, пока были в Нелеповку, там были потери. То есть, и 200-ми. У нас большая часть роты – это все 300. С разной тяжестью ранений. И нас осталось очень мало. Просто. И даже командира взвода отправили. Чего ваше командование этим добивалось? Не хватает людей. Так давай уже и последних сейчас добьем, чтобы что? Зачем? Какая логика? Скорее всего, был дан приказ, что в Щербиновке надо закрепиться. То есть, надо было отчитаться. И, соответственно, как-то так. Потому что все прекрасно понимают, что выживаемость в штурмовых подразделениях очень маленькая. Прямо пачками ложат штурмовиков. На подходе к Щербино. Генералы просто, они сидят за картой, мы для них всего лишь эти ложочки на карте. А обстановку реально они не видят. Шанс выжить был
На самом деле очень минимальный, процентов 7 я бы дал из 100. Все, мы аккуратно зашли в гараж, там пересидели сутки, затем мы перебрались к другим товарищам, вот, а двое старших с девятки выдвинулись обратно. Ну, их командование погнало по полю, ударный дрон Баба-Яга, FPV-дроны 3 штуки. Затем я слышал много разрывов. Вот, я так понял, что они в этом поле и остались. Парни из Азова пришли, сказали, сдавайтесь. Отлично вообще ребята работают. Вы, конечно, извините, про бойцов Азова ходили слухи, что они в плен не берут. Как выяснилось, это далеко не так. Наоборот, вот они, грубо говоря, очень организованно работают. Не было мысли оказать сопротивление? Да, там уже с подвала нету никакого смысла оказывать сопротивление. И тем более мы как бы, ну, думали, что это свои пришли. Потому что как бы врага там, по сути, не должно было быть. Я сразу понял, что это Азов. Я увидел экипировку, увидел вооружение. Я понял, что у нас не было шансов. Значит, я в ответ сказал: спокойно, я выхожу, я сдаюсь. Нас положили мордой в пол. Все, и вот голову поворачиваю, смотрю на нашивки Азова. Я вот, ну, как бы ознакомился с видео канала Азов. Ну, как брали в плен военнослужащих. Ну, я смотрел видео, это в интернете, вот, скорее всего, из этой же комнаты. Я даже знаю, что формирование Азов, ну, около, наверное, я бы сказал, 90% денежных средств, получается, ну, собирается за счет медийной составляющей. За счет того, что, ну, вот, все действия снимаются. После этих видео я поверил в то, что еще можно, ну, грубо говоря, выжить. Последнее, которое я посмотрел, было с этим, то ли с монголом, то ли с якутом. Калмык или кумык, может быть, оленевод какой-то, ну, я вот не помню, там много народностей различных. Эскимос. Вот, да, эскимос. Посмотрев это видео, я понял, что у меня какой-то шанс есть, если, ну, все-таки такое случится. Видел на YouTube, опять же, видео отражения штурмов. Видел работу артиллеристов. И слово офицера еще смотрел. И когда вы хотите, будете жить, слово офицер. Я оглянулся, увидел около 5 бойцов Азов. То есть мы уже были окружены в тот момент. То есть я, когда увидел, ну, там, лазерный целеуказатель за 90 тысяч рублей, прицел там около 200 тысяч рублей, ну, экипировка дорогостоящая. Ну, я человек, который разбирается, я, ну, на раз это все понял. Вот, то есть, ну, мне это было даже, ну, довольно-таки похвально с моей стороны. Да, я прекрасно понимаю, что там я мог вступить в бой какой-то, я мог организовать оборону, я мог заминировать все подходы. Наверное, армия это не мое, потому что я слишком добрый для того, чтобы быть офицером. Ну, не может такого быть, что одни Д'Артаньяны, вторые Бармалеи. То есть все, ну, кроется гораздо глубже. А украинские военнослужащие, они мотивированы, они на своей земле, они защищают свою территорию. Сейчас почти все направления, какие есть, ну, в полномасштабной войне, они почти все держатся за счет FPV-дронов. Ну, то есть, я вот уже говорил об этом, что какая бы ни была длинная колонна, какая бы ни была крутая техника, она вся уничтожается, ну, на подходе. Вот. И до этого додумалась первая именно украинская армия. Украинская армия, она уже довольно-таки опытна. Вот. И каждый день ведутся боевые действия, и каждый день придумывается что-то новое. FPV-беспилотники — это только начало. Ведь потом что пошло? Баба-Яга. Потом что пошло? Дрон-поджигатель. Ну, то есть, который распыляет горючую смесь до 2500 градусов, которая просто прожигает, ну, технику, окопы, там, на что угодно. Дрон, который на себе несет пулемет. Дрон, который на себе несет какое-то помповое ружье. Сейчас уже, ну, без малого украинская армия диктует тренды в мире на технологии военные. Как показала практика, что украинские вооруженные силы берут не числом, как наши, а умением именно. И стойкостью своей.
потому что они сражаются на своей территории. И я, если честно, не понимаю. То есть, зачем нам территория чужой страны? Я этого не понимаю. Как бы, конечно, неприятно вот этот момент оказался. Ну, судьба такая. Сейчас вот вопросы мучают, что будет дальше. Ну, допустим, когда я вернусь домой, что со мной будет? Ну, а как ты думаешь, что будет? Ну, не знаю, но, возможно, тюрьма. Почему? За что? Ну, не знаю, типа изменник, может, какой-то. Чувствуешь себя изменником? Нет. Ну, просто как решит наше государство. Ко мне 100% будут вопросы, будут расспрашивать, что, как, зачем, почему я там сдался в плен, почему я там не поступил так, как поступали мои там предки там где-нибудь в Афганистане, там подорвать себя гранатой там и так далее. Ну, то есть там при войнах, например, в Чеченской Республике было куча примеров подвигов, да, там, ну, так называемых подвигов. Наверное, потому что я другого склада ума, как я уже говорил, я более гуманен. Почему я должен бросать свою семью, свою жену и заканчивать свою жизнь только потому, что я выполняю задачу военную, которая изначально не была бы успешной. Объясняю всем, кто меня может увидеть. Не надо сюда идти. Ни добровольцем, ни как-то в другом плане. Старайтесь как-то избежать попадания сюда, на фронт. Потому что здесь очень непросто. Здесь идет война не с человеком. Человека вы просто не увидите. Вас, грубо говоря, птицами уничтожат. Не нужно сюда ходить. Тем более, это не наша земля. Нам здесь нечего делать. Мое правительство совершило большие глупости. Я совершил большие глупости. Что оказался здесь с автоматом. Я хотел бы извиниться перед всей украинской нацией за то, что я пришел сюда. И пришел сюда не в отпуск, приехал не купаться в море, а пришел сюда с автоматом. Я виноват и понесу за это большое наказание. Не повторяйте моих ошибок и живите дружно.